стремительном и полном неожиданности мире развлечений одно имя вновь привлекло внимание международной публики. Ким Тэ-хён, широко известный как V из BTS, сейчас находится в центре внимания не только благодаря своей музыке, стилю и огромному культурному влиянию, но и из-за важного шуга, который потенциально может изменить направление его карьеры, и, возможно, даже перекроить ландшафт мировой киноиндустрии. В последние недели в мире развлечений активно обсуждались сообщения о том, что Тэ-хён попал в поле зрения нескольких ведущих кинорежиссеров из Великобритании и США. Этот интерес, как говорят, перерос в настоящую конкуренцию между двумя крупнейшими мировыми центрами киноиндустрии. Особенно поразительно то, что это явление возникло на фоне плотного графика BTS и различных индивидуальных проектов участников группы. Именно в этот момент имя Тэ-хёна стало самым востребованным кандидатом на главные роли в международных полнометражных фильмах, запланированных на 2026-2027 годы. Многие наблюдатели считают, что это не внезапный сюрприз, а скорее результат долгого пути Тэ-хёна как многогранного артиста, который медленно, но верно создавал свою художественную идентичность за пределами рамок поп-айдола. Интерес западной киноиндустрии к нему неразрывно связан с его актерской карьерой, которая, хотя и была недолгой, оставила сильное впечатление. Публика до сих пор помнит его дебют в исторической драме «Хваран», где Тэ-хён продемонстрировал искреннюю и честную эмоциональную глубину в роли молодого человека, несущего глубокие внутренние раны. Несмотря на его ограниченный актерский опыт на тот момент, многие зрители и критики отмечали, что он обладал чем-то трудноопределимым, естественным присутствием на экране, которое казалось искренним, а не искусственным. С тех пор Тэ-хён не снимался в драмах или фильмах. Однако именно это отсутствие позволило его популярности расти. С помощью рекламы, фотосессий, арт-видео и экспериментальных визуальных проектов он продемонстрировал широкий спектр самовыражения. Его взгляд, спокойная, но напряженная манера поведения и умение создавать атмосферу без лишних диалогов заставили многих западных кинематографистов описать его как обладающего непринужденной кинематографической аурой. Эта фраза, как сообщается, часто встречается во внутренних обсуждениях в британской и американской киноиндустрии, относясь к актерам, способным покорять экран одним своим присутствием. Сообщения из британской индустрии развлечений указывают на то, что режиссер, удостоенный премии BAFTA, в настоящее время готовит масштабный психологический триллер международного уровня. Фильм, как говорят, будет посвящен загадочному молодому человеку со сложной личностью, многогранными эмоциями и моральной двусмысленностью. Удивительно, но первым в списке кандидатов на главную роль значится не местный британский актер, а Ким Тэ-хён. Режиссера, как сообщается, очаровали непредсказуемые выражения лица Тэ-хёна, сочетание мягкости, грусти и скрытой опасности, которые считаются ключевыми для этого персонажа. Интригу подогревают слухи о том, что британская съемочная группа готова отправиться прямо в Южную Корею, чтобы лично встретиться с Тэ-хёном и сделать ему официальное предложение, шаг, который считается крайне необычным и свидетельствует о серьезности намерений. Тем временем Голливуд не стоит на месте. Сообщается, что крупная американская студия, известная своими масштабными глобальными боевиками, поставила Тэ-хёна на первое место в своем списке претендентов на главную роль. Эта студия известна своими строгими стандартами кастинга, нанимая только таланты, способные играть главные роли в международных фильмах и привлекать межкультурную аудиторию. Примечательно, что внутренние источники утверждают, что имя Тэ-хёна превосходит имена нескольких азиатско-американских актеров, уже имеющих больший опыт работы в Голливуде. По словам продюсеров и режиссеров, этот интерес обусловлен не только его мировой популярностью, но и его артистическим талантом и экранным обаянием. Они указывают на то, как Тэ-хён смотрит в камеру, его умение передавать эмоции и способность рассказывать историю без длинных диалогов, качества, которые считаются редкими, особенно среди артистов из мира айдолов. Его уникальный визуальный стиль, сочетающий классические, аристократические и современные элементы, считается легко адаптируемым к различным жанрам, от исторических драм и фильмов нуар до футуристической научной фантастики. Международные СМИ начали активно обсуждать это явление. Несколько аналитиков индустрии развлечений назвали Тэ-хёна следующим потенциальным мировым азиатским актером, что подразумевает как высокие ожидания, так и большую ответственность.
Они утверждают, что если он примет одно из этих предложений, он сможет коренным образом изменить то, как западная киноиндустрия воспринимает азиатских актеров не как стереотипных второстепенных персонажей, а как полноценных, сложных центральных героев повествования. На фоне потока отраслевых отчетов реакция фанатов, особенно ARMY, оказалась не менее захватывающей. Социальные сети полны предположений, анализа и фантазийных дискуссий. Существует множество споров о ролях, которые мог бы сыграть Тэхён. Некоторые представляют его в главной роли в мрачном и элегантном британском детективном фильме, другие же видят в нем харизматичного героя в голливудской постановке, пронизанной его фирменным аристократическим шармом. Однако среди поклонников продолжает возникать один повторяющийся и глубоко личный вопрос: вернется ли Тэхён когда-нибудь в кино вместе с Пак Соджуном и группой Уга Squad? Этот вопрос не беспочвенен. Отношения Тэхёна с Пак Соджуном, Пак Хён Сиком, Чхве Ушиком и группой Big Bang давно известны как искренняя и теплая дружба. Со времен Хварана, где Тэхён и Пак Соджун впервые встретились, их химия остается любимой у фанатов. Многие считают, что если Тэхён действительно решит заняться кинокарьерой, проект с участием Уга Squad, особенно Пак Соджуна, станет как эмоциональным, так и символическим шагом. Слухи усилились после того, как несколько международных развлекательных изданий заявили, что британские и американские проекты уже находятся на ранней стадии переговоров с агентством HYBE. Интересно, что оба проекта, как сообщается, демонстрируют одинаковую серьезность, создавая, по мнению зарубежных СМИ, настоящую борьбу за Тэхёна в качестве главной звезды. Молчание HYBE только подпитывает дальнейшие спекуляции. Как обычно, агентство решило не делать официального заявления, что многие наблюдатели интерпретируют как признак того, что переговоры действительно ведутся за кулисами. Некоторые источники в индустрии, известные своими точными утечками, даже сообщили, что Тэхён лично встречался с представителями обеих сторон, британским режиссером и американской съемочной группой. Эти встречи описываются как профессиональные, но напряженные. Сообщается, что британский режиссер представил концепции фильма, над которой он работал последние 2 года, и считает Тэхёна ключевым элементом реализации своего художественного видения. Между тем, американская команда, как говорят, заняла более агрессивную позицию, предложив не только главную роль, но и долгосрочный контракт на несколько будущих проектов. На фоне всей этой динамики Тэхён, как сообщается, очень тщательно взвешивает свои варианты. Известный как артист, который ставит качество и художественную ценность выше простой популярности, он, как говорят, не заинтересован в фильмах, которые полагаются исключительно на визуальные эффекты и сенсационность. Вместо этого его привлекают истории с эмоциональной глубиной и сложными персонажами, подход, который тесно связан с британским кинематографом, ориентированным на психологию и повествование, основанное на характерах. Однако привлекательность Голливуда, несомненно, трудно игнорировать. Он предлагает быструю известность во всем мире, широкий охват рынка и потенциал войти в историю как один из самых успешных азиатских актерских дебютов. Глобальные тенденции дополнительно подтверждают этот шаг. В последние годы западные киноиндустрии стали все более открытыми для разнообразного представительства, растет спрос на азиатские таланты, обладающие как подлинной привлекательностью, так и подлинными художественными способностями. В этом контексте Тэхён рассматривается как идеальный кандидат на роль моста между корейской поп-культурой и западным кинематографом, продолжая глобальную волну, начатую к поп и корейскими дорамами. Тем не менее, окончательное решение зависит не только от художественных факторов и глобальных возможностей. График BTS и общее направление группы остаются важнейшими факторами. Поскольку BTS вступают в новую эру после службы в армии, каждый отдельный проект должен соответствовать планам группы. Любой крупномасштабный кинопроект, скорее всего, будет стратегически спланирован таким образом, чтобы не мешать возвращению BTS, что потребует от HYBE тщательного баланса всех аспектов. Интересно, что фанаты также заметили тонкие изменения в недавней деятельности Тэхёна. Он, кажется, стал чаще взаимодействовать с фотографами, визуальными творцами и независимыми художниками. Некоторые из фотографий и коротких видеороликов, которыми он поделился, обладают сильной кинематографической атмосферой, словно тонкие намеки на его будущее художественное направление. Многие считают, что это не совпадение,
а часть его подготовки к важному следующему шагу. В Южной Корее местные СМИ начали обсуждать потенциальное влияние этого явления на отечественную индустрию. Если Тэхён примет международное предложение, он может стать следующим корейским актером, который засияет на главных мировых кинопремиях. Однако многие отмечают, что он представляет собой совершенно иную динамику. Он не просто актер, а мировая икона с необычайной силой бренда, сочетающая талант, визуальную привлекательность и культурное влияние. Дискуссии о том, какие роли ему лучше всего подойдут, продолжаются. От мрачных антигероев до элегантных главных героев, от артхаусных фильмов до блокбастеров. И среди всех этих предположений широко распространено мнение, какое бы решение ни принял Тэхён, оно почти наверняка станет значимым моментом в мировой истории развлечений. А пока публике остается только ждать официального заявления, окончательного решения и следующего шуга от Ким Тэхёна, артиста, который всегда двигался по-своему, спокойно, обдуманно, но при этом оказывая глубокое влияние. Если эти слухи действительно подтвердятся, мир вскоре может стать свидетелем новой главы в его карьере, не только как V из BTS, но и как актера мирового уровня, готового покорить большой экран.